Всем привет, меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. В этом видео показываю, как делала вот такой вот короб. Его делала я сама, в процессе нет ничего сложного. Кстати, мои какие-то станочки можно заменить на обычный ручной лобзик. Но если вы не хотите, допустим, возиться, то, конечно, можно использовать заготовку, обычную покупную заготовку. Также со всем остальным весь процесс особой сложности не представляет. Так что оставайтесь и смотрите. Итак, у меня напилены детальки. Вот две боковинки. Размеры напишу я внизу. Вернее, это получается передняя, задняя часть, да, и две боковинки. Вот. И вот здесь вот я сделала такой шаблончик. Сложила пополам и обрисовала. Сейчас я на лобзике это выпилю. Вот все, вот выпилила две заготовочки. Теперь пройдусь кромочной фрезой с внешней, с внутренней стороны и по граням. То же самое здесь и здесь. Вот. Прошла все детальки кромочной фрезой. Здесь уже вид есть. Такие уже хорошенькие получаются. Вот теперь зашкурю и буду собирать. А мне еще остается выпилить дно. Но дно я оставила напоследок. Сделаю его из МДФ. Решила его сделать из МДФ. По ширине я его прогнала. Вот. А по длине мне надо подогнать. Уже на ленточке его буду подгонять. То есть будет вот так. Ну вот, собственно, такой у меня получается немножечко введенные бока. Постараюсь притянуть. Вот там, может быть, придется шпатлевать. Вот. Ну все, осталось пошкурить. И уже можно будет прибить. Вот такой короб получается. Начинаю собирать свой короб. Так, отметила, получается, на внутренней стороне. На наружной. Немножечко у меня выгнулся этот почему-то мебельный щит после распила. Вот, и я хочу его притянуть именно вот эту сторону. Взяла за основу. Не знаю, конечно, как получится. Честно говоря, с МДФ работаю первый раз. Я отметила толщину. Сейчас просверлю тут дырочки. И на этом тоже, видите? И потом уже здесь просверлю и перетяну. Такие винтики взяла. Топить. Думаю, возможно, что-то длиннее нет у меня пока. Так. Главное мне вот серединку прикрутить. Так, вот тут вот не буду сильно от края, потому что у меня поперечина будет еще здесь прикручиваться. В общем, вот так вот сделаю отверстие на одной и на второй, чтобы мне потом не париться, чтобы у меня шуруп не попал. Рассверлила, чтобы шляпу утопить. Потом прикручу, и уже когда весь все соберу, уже зашпатлюю тут все. Я намажу клеем, приклею, а потом просверлю и уже шурупчики закручу. Так, теперь как-то и сдвинуть. Так, ну вот я собрала, в принципе, чуть подвыровнялись, все равно, конечно, тут немножко осталось, но в целом неплохо. Вот, теперь осталось перекрутить боковиночки. И боковиночки, смотрите, я что, перпендикуляр у меня сохранился. Я сначала вот в этих уголках прикручу. В принципе, мне главное, чтобы у меня верхушка была ровная, да? А потом уже снизу таким же образом также просверлю, наверное. Вот. А может и гвоздями сделаю. Сейчас посмотрю. Вот. В общем, вот так вот получается. Уже пошкурю, потом буду красить. Вот такой коробочек. Ну вот, прикрутила одну сторону. Сейчас вторую отметила. Сначала края, наоборот, края зазинковала. Вот, а потом уже по периметру. Продолжаем разговор. Все, я закрутила, зашлифовала хорошо. Так, вот так вот у меня получилось. Кое-где вот тут сколы. Но это сейчас все шпатлевку я закрою. Вот.
Замазываю пальцем, потому что это лучше всего. Оно немножечко больше получается, потом есть что сошкурить, и оно все ровненько и гладенько. Уже остатки у меня шпатлевки. Вот как-то так. Заметила, если шпателем я пройду, то оно получается как бы углубление, его видно. А если вот так чуть больше положить, вам не видно, да? Так, а если вот так чуть больше положить, то потом сошкуриваешь все нормально. И получается очень ровно. Поэтому я прям вот так побольше кладу, чтобы у меня было что сошкурить. Заготовка у меня полностью готова, мой ящичек. И приступаем к покраске первого слоя. Буду сразу красить белой вот такой акриловой краской Black Sands. Так. Кисточка у меня синтетическая. Это первый слой, после которого вылезут все шероховатости, поднимется ворс дерева. Поэтому мы его тоненько проходим, после которого обязательно нам надо будет еще шкурить. Все полностью покрашен. Из каждого слоя я подшкуривала, смотрела, что где и как. Вот, и теперь переходим мы к декорированию. Приготовила вот такой трафарет. Буду делать трафаретом. Бабочки не знаю, буду делать или нет, посмотрю. Но вот эту надпись я хочу сделать, подложку буду делать серым. Если я просто сделаю надпись, это будет скучно. А я хочу сделать именно с подложечкой. И основной фон у меня будет серый, а сверху я уже где-то со сдвигом, а где-то просто я уже положу цвет. На руки не смотрите, это все краска и декор. Красочка у меня разведена уже. Вот. И надо вытереть немножечко кисть. Главное, чтобы не было много краски, не была краска жидкая. Сделаю его тут зеленым. Немножко сотру. Подсохло, поэтому я могу уже вот эти цветочки доработать. Я их немножко сделаю сдвиг. Именно вот этот цветочек я добавлю сиреневым. Пока у меня кисточка в сиреневом, хочу пройти все детальки, где у меня есть сиреневый. Теперь я возьму розовую краску и сделаю такой легкий налет, легкую дымку розовым цветом. Листики на веточках также пройду зеленым. И самый приятный момент, вот такая красота получается. С другой стороны я подобрала другой трафарет, чтобы дизайн не наскучил и короб можно было перевернуть. Кстати, трафареты я делаю сама, обязательно на канале буду показывать, как я это делаю. Но вот этот именно трафарет покупной. Процесс весь тот же, но здесь я сделаю сначала розовой краской, а потом сверху серой. Кстати, деревянные буквы, которые вы видите на столе, тоже, конечно, делала сама. Видео уже есть на канале, ссылочку обязательно оставлю в описании. Подсохло, делаем небольшой сдвиг, но сдвиг я сделаю только вниз, потому что у нас тут есть тонкие детальки. Так, вот так у нас было. Поэтому если мы будем такой сдвиг делать, сильно заметный, то это, в общем, будет некрасиво. Берем серую красочку и опять все набиваем по той же схеме. Ой, посмотрите, какая шикарная красота получилась. Ой, как я это люблю и уважаю. И вот здесь я хочу положить еще ту веточку, которая у нас была на том трафарете снизу. И тоже так же сначала я серенькую подложечку сделаю, как там, как с той стороны. А
потом у меня сдвиг будет сиреневый и зеленый. И она высыхает, поэтому сильно ждать не буду. Сдвину в сторону. Сейчас я зеленый и крою здесь. Я прям серую не убираю. Мне как раз важен вот этот вот, как сказать, ну, дымчатый такой эффект, чтобы у меня только оттенок был. Мне тут яркость не нужна. Так, и сиреневый поступаем точно так же. Получились приглушенные такие тона, то, что надо. Все, на этой стороне я ничего больше делать не буду. А с этой стороны решила добавить все-таки пару бабочек. Вот так вот. Вот здесь и вот здесь. Ну вот и все, наш короб уже практически готов. Осталось его только покрыть лаком. Уже упоминала об этих буквах. Вот как раз тоже сделала трафарет на них. Еще делала часики и шкатулочку в этом же стиле. Можете смотреть у меня на канале. Покрывать буду вот таким лаком ВГТ. Это матовый акриловый лак. Для лака, так же как и для краски, использую синтетические кисти. Они не оставляют полосы, в отличие от натуральных или смешанных кистей. Хорошо растираем лак по всей поверхности. Ну и проходим, конечно, так весь короб. И даем высохнуть. Ну, в принципе, и все готово. Нашла у себя еще такой материал. Очень захотелось его положить на дно. Как-то украсить. Еще у меня есть шкатулочка. Я туда тоже на дно добавила этот материал. Мне кажется, он очень подходит к этому стилю. Я вырезала фигурными ножницами и положила на дно. Мне кажется, вот так вот шикарно очень смотрится. Сразу добавила такой изюминки. Вот такой вот нежненький коробочек получился. На канале у меня есть еще видео о том, как я делала вот такие нежные буковки там. Вы видите их. Вот этот вот кувшинчик, который рядом с коробочком стоит. Также в этом стиле еще часы есть и шкатулочка. Ссылки обязательно добавлю в описании, поэтому переходите и смотрите. И всего вам самого наилучшего.